Здорово, народ! Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас на повестке дня такой вопрос. Спрашивают меня уже достаточно давно, даже в Инстаграме недавно написали, типа, что лучше взять, Xbox One X или Xbox Series S? Ну, лично для меня никогда это не было вопросом. Я всегда четко понимал, что я буду брать себе Xbox Series S, и да, перед покупкой я сравнивал ее с Xbox One X, и я точно знал, что я возьму себе серию S. Давайте расскажу почему. Но для начала давайте пройдемся по характеристикам этих игровых приставок, потому что многие считают, что раз Xbox One X может воспроизводить игры в 4К разрешении, соответственно, она явно мощнее, чем Xbox Series S, которая не может этого делать. Но все ли так очевидно, как может показаться? Я не буду заострять свое внимание на технических каких-то глубоких таких аспектах, потому что это отдельная тема для отдельного видео, какого-то технического разбора. Здесь мы все равно говорим немножечко о другом. Так вот, мы пройдемся по основным характеристикам. Начнем, пожалуй, с процессора. Series S это новенький процессор AMD Zen второго поколения, который имеет техпроцессор 7 нанометров и работает на частоте 3,6 ГГц. При этом имеет 8 ядер и 16 потоков. У Xbox One X это старенький Jaguar с техпроцессором 16 нанометров. Имеет 8 ядер, но всего лишь 8 потоков. И работает на частоте 2,3 ГГц. Ну и тут серия S просто кладет на лопатки своего, так скажем, предшественника, поэтому тут даже тестов определенных каких-то дополнительных проводить не надо, все видно и так. Дальше идет оперативная-видеопамять. У Xbox Series S это 10 гигабайт GDDR6 памяти, у Xbox One X это 12 гигабайт GDDR5 памяти. Скорость памяти у Xbox One X выше. 326 гигабит в секунду против 224 гигабит в секунду у Series S. Здесь, конечно, да, память у Xbox One X быстрее, но это не такая большая разница, как процессор. Ну а теперь мы подходим к самому интересному, из-за чего в сети постоянно идут нешуточные споры, это видеочип. Графический процессор у Xbox Series S современный AMD RDNA 2. Имеет 20 вычислительных блоков, работает на частоте 1565 МГц. При этом мощность графического движка определяется 4 терафлопсами. Графический процессор Xbox One X имеет уже устаревший AMD GCN, при этом имеет 40 вычислительных блоков, работает на частоте 1172 МГц, а мощность GPU составляет 6 терафлопс. И вот здесь вот начинается то самое заблуждение, что если есть 6 терафлопс, если терафлопс больше, значит консоль мощнее, значит видеокарта, там видеочип намного мощнее, значит нужно выбирать ее просто исходя из логики того, что мощнее, то и лучше. При этом Microsoft просит не заострять свое внимание на этих цифрах, и все намножечко сложнее. Например, редактор The Verge, кто не знает, это американский интернет-портал с обзорами про технику, про компьютерные технологии, про разные там видеокарты и так далее и тому подобное. Так вот, и редактор The Verge Том Уоррен попытался в Твиттере объяснить вообще, на что нужно смотреть. Что Microsoft сделала с Xbox One X, так это поместила очень мощный графический процессор в систему, которая не была предназначена для этого. Это все равно, что упаковать GTX 1070 в ноутбук, что бы там ни было. Он был нацелен на 4К, но ядра графического процессора Jaguar были перегружены. Разработчикам не удалось увеличить частоту кадров во многих играх из-за узкого места в процессоре. Microsoft наконец-то поняла, что разрешение это еще не все, и частота кадров важна. Поэтому она предложила два варианта. Xbox Series S для разрешения 2К и до 120 кадров в секунду, и Xbox Series X для 4К и также до 120 кадров в секунду. Сама Xbox Series S нацелена на разрешение 2К с твердотельным накопителем и улучшенным процессором. Использует 4 терафлопса RDNA 2. 6 терафлопс старой архитектуры это не то же самое, что 4 терафлопса новой архитектуры. Не зацикливайтесь на терафлопсах, это способ Xbox Series S обеспечить 120 кадров в секунду при разрешении 1440p. Так, что мы можем понять из его речи? Ну, самое главное, самое очевидное, это то, что видеочип у Xbox Series S ничем не хуже, чем видеочип на Xbox One X.
И в теории консоль способна запускать игры в 4К разрешении, те же самые игры, которые запускал Xbox One X. Но Microsoft пошли по тому пути, что лучше дать игрокам больше FPS, но при использовании более низкого разрешения. И я уже предвижу на самом деле вопрос, а почему, если Xbox Series S такая мощная, почему игры по обратной совместимости идут с графическими настройками от Xbox One, а не от Xbox One X? Ну, тут на самом деле ответ очень простой. Xbox Series S заточена под 2К разрешение. 4К она выводит просто банальным апскейлом. Это либо видео в YouTube, это либо какие-то старые игры она апскейлит под 4К телевизор, но сама не имеет такой возможности выводить картинку в 4К. Соответственно, чтобы игры с Xbox One X нормально отображались и нормально работали на Xbox Series S, всем разработчикам просто пришлось бы переоптимизировать свои игры на консоль нового поколения, на Xbox Series S. И чтобы этого не делать, Microsoft просто пошли по самому легкому пути. Они взяли и сделали обратную совместимость с настройками графики от Xbox One. Ну, в принципе, решение нормальное, потому что потом те разработчики, которые хотели оптимизировать свои игры, они их оптимизировали. Качество картинки, конечно же, намного лучше, чем в обычной версии. Это если брать Assassin's Creed Valhalla, это Watch Dogs Legion, например, тот же самый, это 5-й Гири, это там Forza Horizon. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем, что Xbox Series S как минимум не хуже своего собрата, да, Xbox One X. А если сюда добавить еще функцию Auto HDR, если добавить быстрый SSD-диск, если добавить сюда еще Quick Resume, если добавить сюда еще качество охлаждения, то выйдет, что Xbox Series S даже намного-то и лучше. Ну, а если после всех этих слов у вас еще все равно остался вопрос, так что же лучше взять, давайте я вам расскажу свое мнение. Ну, во-первых, это консоль текущего поколения, поэтому в ближайшие 5-6 лет вы точно будете получать все современные игры, они будут работать на этой консоли, и вам не нужно будет задумываться об апгрейде. Во-вторых, это возможность игры в 120 FPS в онлайн-шутерах. Уже это доступно в Fortnite, уже это доступно в Call of Duty Warzone, уже это доступно в Gears of War, поэтому серия S, в принципе, это поддерживает, это тащит, и для многих, я знаю, это просто киллер-фича, то, из-за чего они возьмут именно Series S. В-третьих, это скорость работы. На самом деле скорость работы это очень большой фактор для комфортного использования консоли. И поверьте, если вы попользуетесь недельку Xbox Series S, вам потом будет очень сложно пользоваться Xbox One X, потому что она будет заметно медленнее работать за счет того, что там встроен жесткий диск. Плюс функция Quick Resume, которая, я уже ее упоминал сегодня, которая будет еще больше ускорять процесс перехода между играми. И поверьте, это очень круто, вот к этому быстро привыкаешь, и потом очень сложно от этого отказаться. Моя PlayStation 4 бедная стоит, я ее не запускаю, потому что понимаю, что ты будешь полчаса запускать игру, пока запустишь, и просто уже не хочется в нее играть. Ну и, конечно же, цена. Xbox Series S сейчас стоит 30-33 тысячи рублей в магазинах. Новую Xbox One X вы уже, скорее всего, нигде не купите. Это будет какая-то БУ-консоль за те же 30-33 тысячи. И, на мой взгляд, лучше взять новое устройство, новую консоль с гарантией и не знать бед и проблем в ближайшие несколько лет. Да, у Series S есть свои минусы. Это маленький внутренний накопитель, это отсутствие дисковода, но на самом деле два этих по-настоящему больших минуса перекрывают все остальные плюсы. Поэтому, на мой взгляд, конечно, лучше сейчас брать Xbox Series S. Ну а если вы обладатель Xbox One X, то, наверное, не торопитесь переходить на серию S. Поиграйте пока еще на вашей консоли, она еще будет поддерживаться майками, поэтому дождитесь, потом продайте и возьмите себе уже консоль нового поколения. А лучше подкопите и возьмите себе Xbox Series X. Надеюсь, этот ролик был для вас полезен и вы сделаете правильный выбор. Но главное, чтобы этот выбор был ваш, а не какого-то человека из интернета. У меня на этом все. Спасибо за просмотр. Пишите ваше мнение в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.